Вы когда-нибудь замечали, что ваша кошка внезапно стала другой? Она больше не встречает вас у двери, а прячется в темном углу под кроватью. Она навязчиво вылизывает одно и то же место на животе, пока там не образуется лысина, или нервно дергает кожей на спине, когда вы пытаетесь ее погладить. Владельцы часто списывают это на плохое настроение или странности характера, но вот в чем правда. Ваша кошка не вредничает, она страдает. Кошки – мастера маскировки боли. В дикой природе показать слабость значит стать чьим-то обедом, поэтому их гены заставляют их молчать до самого последнего момента. Но их кожа говорит за них. Покраснение, зуд, расчесы и странные пятна – это крик о помощи организма, который находится в состоянии войны. Если ваша кошка испытывает дискомфорт, вы должны действовать не завтра, а прямо сейчас. Привет всем, я доктор Тони Ли, ваш ветеринар, и сегодня на канале мы проведем экстренную сессию по спасению комфорта вашего питомца. Мы разберем 5 самых распространенных причин скрытой боли и зуда, которые буквально сводят кошек с ума. Мы научимся превращать обычный чай в лекарство, разберем секретную формулу яблочного щита и поймем, когда домашние средства бессильны и пора бежать в клинику. Сегодняшние советы основаны на передовых ветеринарных практиках и исследованиях 2021 года. Мы будем использовать информацию о лечении дерматитов и аллергий, которая успешно применяется для животных с чувствительной кожей, чтобы вы могли помочь своему пушистому другу прямо сегодня. Глава 1. Невидимый враг – атопический дерматит. Первая причина, по которой ваша кошка может испытывать постоянную изнуряющую боль, скрыта под сложным названием атопический дерматит. Пусть вас не пугает этот термин. На самом деле это обычная экологическая аллергия. Представьте, что вы находитесь в комнате, полной пыли или пыльцы, и у вас нет возможности выйти. Для кошки такими триггерами становятся пылевые клещи, пыльца растений или даже обычная газонная трава, если ваш питомец гуляет на улице. Симптомы, которые вы увидите, это хронический зуд, который заставляет кошку чесаться до крови. Вы заметите покраснение кожи, постоянное царапание и потерю шерсти, особенно на мордочке, животе и лапах. Часто это сопровождается ушными инфекциями или появлением чешуйчатых пятен на коже. Короткошерстные породы подвержены этому риску даже больше из-за того, что их кожа сильнее подвержена воздействию окружающей среды. Натуральное средство номер 1 – ромашковое спасение. Если кошка измучена зудом, первое, что вы можете сделать, это ромашковая ванна. И да, обычный ромашковый чай из продуктового магазина творит чудеса, если он на 100% натуральный. Рецепт. Заварите 2-3 пакетика ромашки в 4 стаканах воды. Применение. После обычного купания используйте этот настой как ополаскиватель. Не смывайте его. Дайте кошке высохнуть на воздухе. Это успокоит воспаленную кожу и снимет острое желание чесаться. Повторяйте процедуру раз в неделю. Конвенциональный подход. В ветеринарии часто используют антигистаминные препараты, такие как димедрол, бенадрил, в дозировке 1 мг на фунт веса 2-3 раза в день, но и это критически важно. Вы обязаны получить одобрение ветеринара, прежде чем давать человеческие лекарства кошке. В тяжелых случаях врачи могут назначить стероиды, например, преднизолон, чтобы быстро снять отек и пламя воспаления. Глава 2. Слюна, которая убивает блошиный дерматит. Вторая причина боли – это блошиный аллергический дерматит, ФАД. Многие владельцы говорят, у моей кошки нет блох, я их не вижу. Но вот в чем секрет. Кошке с аллергией не нужно быть покрытой паразитами. Достаточно одного укуса, чтобы запустить цепную реакцию боли. Аллергия возникает не на саму блоху, а на ее слюну. Как понять, что это оно? Кошка начинает буквально жевать себя. Она грызет основание хвоста, задние лапы или живот. Вы увидите красные шишки, залысины и горячие точки, хатспоты. Это состояние вызывает интенсивный, почти сводящий с ума зуд. Натуральное средство номер 2. Яблочный щит.
Для борьбы с этим и облегчения боли мы используем ванну или протирание с яблочным уксусом. Уксус меняет pH кожи, отпугивает блох и успокаивает места укусов. Формула. Разбавьте яблочный уксус водой в пропорции 10. 1,10 частей воды на 1 часть уксуса. Применение. Ополосните кошку обычной водой. Затем нанесите этот раствор и дайте высохнуть на воздухе. Чтобы закрепить успех, используйте шампуни на основе овса и кокоса. Они содержат витамины А, D и Е, не содержат мыла или спирта и бережно успокаивают сухую, зудящую кожу, не смывая естественные защитные масла. Глава 3. Бактериальное вторжение пиодермия. Третья стадия боли наступает, когда в дело вступают бактерии. Это называется пиодермия, бактериальная инфекция кожи, чаще всего вызванная стафилококком. Обычно это вторичная проблема. Кошка расчесывает кожу из-за аллергии, создает микротравмы, и в них проникает инфекция. Красные флаги, появление гнойничков, пустул или красных пятен на коже, неприятный запах от шерсти, корочки и выпадение волос в подмышках или на животе. Натуральное средство номер 3 – сила зеленого чая. Зеленый чай содержит антибактериальные катехины, которые физически борются с инфекцией. Рецепт. Заварите 2-3 пакетика зеленого чая в 4 стаканах воды. Применение. Дайте настою остыть и используйте как ополаскиватель после ванны. Не смывайте. Дайте высохнуть естественным путем. Повторяйте еженедельно. Для поддержания гигиены при пиодермии идеально подходят шампуни с маслом чайного дерева. Они мягко очищают пораженную область, снижая бактериальную нагрузку на кожу, но при этом не пересушивают ее. Глава 4. Сальный хаос сибарея. Ваша кошка выглядит неопрятной, шерсть стала жирной или наоборот по спине летит белый снег перхоти. Это четвертая причина дискомфорта сибарея. Это происходит из-за неправильной работы сальных желез. Иногда это генетика, но чаще следствие неправильной диеты или аллергии. Симптомы. Жирная шерсть, перхоть, неприятный запах и чешуйки, особенно на спине и вокруг ушей. Кожа под этими чешуйками может болеть и зудеть. Натуральное средство номер 4. Содовое очищение. Чтобы удалить лишний жир, омертвевшую кожу и избавить кошку от запаха, мы используем ванну с пищевой содой. Сода работает как мягкий эксфолиант и дезодорант. Дозировка. Используйте от 1 до 4 унций, примерно от 2 до 8 столовых ложек соды на галлон около 3,8 л воды. Концентрация зависит от того, насколько выражены симптомы. В ветеринарной практике для лечения вторичных инфекций при сибории часто применяются антибиотики, например, кловамокс или противогрибковые препараты, такие как кетоконазол. Глава 5. Красная тревога. Хот, споты. Пятая и самая острая форма боли – это хот, споты или острый влажный дерматит. Это болезненные, мокнущие, быстро развивающиеся поражения. Они возникают буквально за часы, когда кошка начинает яростно вылизывать или царапать одно место. Триггером может стать что угодно. Аллергия, укус блохи или просто высокая влажность в помещении, например, если вы живете у моря или реки. Симптомы. Красные, сочащиеся, крайне болезненные пятна на лапах, бедрах, шее или возле ушей. Кошка может кричать или шипеть, когда вы пытаетесь прикоснуться к этой зоне. Натуральное средство номер 5. Овсяное успокоение. Овсяная ванна – это классика, которая реально работает, потому что овес физически снижает зуд. Рецепт. Добавьте от половины до 1 стакана коллоидного овса в теплую воду. Применение. Дайте кошке посидеть в этой воде, замочите пораженное место в течение 50 минут, затем ополосните. Такую процедуру можно проводить столько раз, сколько потребуется. Для быстрого снятия воспаления в клиниках часто используют топические стероиды, например, гидрокортизон или спреи с овсом, которые останавливают процесс раздражения прямо на месте. Глава 6. Секрет изнутри наружу. Барьерная защита. Друзья,
Лечить кожу снаружи – это только половина дела. Если мы не починим фундамент, боль будет возвращаться снова и снова. Ветеринарная наука говорит нам, что ключ к здоровой коже лежит в борьбе с окислительным стрессом и дефицитом нутриентов. Существуют два мощных компонента, которые должны быть в арсенале каждого владельца. 1. Синие. Зеленые водоросли. Они помогают создать мощный кожный барьер и борются с внутренним воспалением. 2. Витамин С в высокой дозе. Он критически важен для синтеза коллагена, восстановления кожи и борьбы со свободными радикалами. Также в состав продвинутых добавок часто включают акулий хрящ, который помогает укрепить иммунитет против вторичных инфекций, и экстракт сосновой коры – мощный антиоксидант с антимикробными свойствами, ускоряющий заживление ран. Для восстановления соединительной ткани и увлажнения кожи изнутри незаменимы МСМ, метилсульфанилметан, хондроитин и глюкозамин. Эти компоненты работают как внутренний лосьон, поддерживая гидратацию кожи и ее защитные функции. Заключение. Ваш план действий. Итак, если ваша кошка страдает сегодня, вот ваш алгоритм. 1. Определите зону поражения. Морда и живот. Ищите аллергию на пыльцу. 1. Основание хвоста. Вините блох. Мокнущие пятна – это ход, спот. 2. Примените натуральное облегчение. Ромашка для зуда, зеленый чай для инфекции, овес для боли. 3. Не бойтесь медицины. Если случай запущенный, натуральные средства хороши для профилактики. Но в острых фазах вам могут понадобиться антибиотики, такие как цефалексин, кефлекс. 4. Укрепляйте барьер, помните о сине, зеленых водорослях и витамине С. Кошка не может сказать «мне больно», но она может показать это своим телом. Ваша задача – быть внимательным детективом. Тот факт, что вы досмотрели это видео до конца, означает, что вы потрясающий защитник для своего питомца. Напишите в комментариях, сталкивались ли вы с хот-спотами у своей кошки. Помогла ли вам когда-нибудь обычная ромашка? Я читаю каждый ваш комментарий, и ваш опыт может спасти чью-то жизнь сегодня. Если эта информация была полезной, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Мы здесь, чтобы вместе делать жизнь наших питомцев счастливой и свободной от боли. Я доктор Тони Ли, увидимся в следующем видео.